Единственное, чего действительно стоит бояться, является сам страх. Джеки Чан. Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня мы поиграем в коллекционную карточную игру Фаерия на одной из моих колод. Красно-желтый бурн с опаляющим призраком. А вместе со мной будет Артем. Приветствую тебя, Приветствую, Артем. приветствую и тебя, и всех наших зрителей. Расскажи про свою колоду. Она очень старая, насколько я знаю, еще со времен самого начала игры, самого старта. Но она была модифицирована, когда вышли карты новые с Oversky. А так, требования по землям: 3 красных земли, 3 желтых земли. Средняя стоимость колоды 3,5 фаерии. И она достаточно проста в использовании, так как присутствуют существа с способностью бой, которые наносят сразу противнику урон. Мой рейтинг на данный момент составляет 14. Я надеюсь, противники будут попадаться посильнее, чтобы колода смогла себя проявить. Ну, Бурн, в принципе, можно считать колодой, которая, так сказать, беспроигрышный вариант, чтобы выйти на какой-то более интересный рейтинг. То есть там эта колода достаточно очень себя хорошо проявляет. Ну, не конкретно это, а в принципе Бурн хорошо себя проявляет в сражениях. Достаточно быстро и эффективно себя проводятся бои на рейтинге 20, 15, 10. Да, я думаю, в принципе, и до 5 можно спокойно себя уверенно на ней чувствовать и как бы уверенно идти вперед. Так, тем временем у меня нашелся противник. Райстлин 73. Я помню, когда-то мы собирали колоду тоже Бурн, но он был построен на максимально дешевых картах, не в плане стоимости колоды, а в плане редкости карты, для того, чтобы ее любой новичок смог собрать, и она была весьма эффективной. По-моему, сейчас этой колоды у меня нет, но можно будет попробовать собрать что-то подобное и тоже записать видео на простой колоде для начинающих игроков. Артем, ты уже со мной? Да, да, с тобой смотрю на твою стартовую руку. Ну, я Убираешь. думаю, кап 10 мы уберем, поскольку он дорогой, а все остальное можно оставить. Так, наш ход второй, это хорошо. Исследование сразу можно будет и разыграть шедимского дикаря, если не придет ничего лучше. Так, противник, может быть, отошел, я не знаю. Почему-то он свой ход пропускает. Угу. Что ж, У судя... противника какие-то Судя... проблемы с соединением, но это действительно проблема с соединением. Судя по всему, в первом бою ты просто блистательно показываешь свою колоду. Да, да, вы можете видеть всю мощь колоды, как она сильна, эффективна. Противник даже ходить не осмеливается. Но в таком случае этот бой мы не будем засчитывать. Здесь также присутствуют такие карты, как обучение Кхадима, для того, чтобы на наших существ вешать подвижности, они превращаются в летающих.
40 секунд до первой победы на нашем видео. Тут даже если противник и включится, уже поздновато что-то делать. А представь, он сейчас все-таки заходит в игру и выиграет тебя. Но это будет круто. Мы посмотрим на невероятную колоду, наверное, с его стороны. Обидно. Обидно, что он такой первый поединок нас встретил. Зато у меня более сильный противник. Первая победа дня сразу плюс 3 звездочки. Что ж, отправляемся на поиски второго нашего соперника. Я надеюсь, он окажет честь сыграть со мной. Как правило, этой колодой я прохожу по флангу, не сижу в обороне, не продвигаюсь по центру как Раша, а именно иду по одному флангу, занимаю 2 боковых колодца и стараюсь дамажить противника. Опаляющий призрак очень эффективно разыгрывается от земли, которая находится рядом с колодцем противника. У него штурм 2, полет, ну и спешка. А еще он наносит 3 единицы урона за бой. Нашелся наш второй соперник. Опаляющий призрак слишком много земель требует для старта, поэтому его мы уберем. Ашидимский дикарь и подземный работник. Разбойник. Подземный разбойник нормально. Карта Дарстали, насколько я помню, в других колодах мы ее пока не использовали, не видели. Она дает баф на существа со способностью бой. Плюс 3, плюс 3. Если положить эту карту на любое другое существо без способности бой, то баф будет просто плюс 3 единицы атаки. Я думаю, что пойду в противоположную сторону противника, пускай он там побирает себе. Начнем с шидимского дикаря. Противника красные и зеленые, возможно там будет шиполом. Могут быть всякие саламандры. Ага, судя по всему, это колода на зверях. Звери тоже опасны. Там есть такая интересная карта, как травля. Наверное, я на нашего дикаря положу сейчас Дарстали, потому что у зеленых тоже могут быть бафы. И не хочется просто так невыгодно разменивать существо. Противник отходит. Артем, что ты думаешь о такой колоде? Есть ли у тебя что-то подобное? Ну, я редко когда играю на бурне. В принципе, в последнее время у меня таких колод и нету, и желания как-то играть на таком нет. Для меня это, знаешь, больше такая колода, она ну, однообразная. Там
максимально стандартная схема игры, она максимально повторяется из раза в раз, то есть нет ничего такого, что тебе нужно как-то выкручивать, выдумывать свою голову, чтобы хорошо и классно сыграть. Тут все прямолинейно, несложно, просто. Это неплохо, но я стараюсь на таком не играть. Ты любишь сложные колоды, да? Да, сложные, интересные, с невероятными механиками, какие-то там синергии, которые вообще сложно провернуть. Вот если такое выпадает, получается сделать, это же круто. В этом-то и есть вся суть. Ну, лично для меня. Ну, кстати, вот сейчас смотрю на колоду противника и думаю, почему бы не сделать колоду тоже на зверях. Я никогда не пробовал такого сделать, ну, как-то не было мысли, что ли, такой. А сейчас так подумал, в принципе, колода была бы играбельной, тоже интересно, не такой популярной, как это обычно, там, с другими колодами, тем же самым Бурном, например. Поэтому почему нет? Можно создать и такую колоду. Так, но здесь у нас работает гнев Сайфера, убиваем 5-1. Проходим вперед, убиваем самого шиполома. А здесь построим песок. Я не знаю, есть ли смысл сейчас размениваться 2-1 в 3-5. Это тогда и всплеск надо отдавать в него. Я бы так не делал. А еще мне кажется, что у тебя не сильно хорошо не стоят. Тебе бы лучше 3-6 было бы, чтобы стояло ближе к... Ну, у меня было там 3-6 впереди, но его уже разбили. Ну, Просто я сейчас, если ударюсь, то я могу потом еще мрачного стража выставить. А так не могу. Ладно, пока оставим все как есть, посмотрим, как походит противник, и дальше будем выбирать, что делать. Противник грамотно занимает. Ага. Да, не получил я бонус от своего существа. Надо было все-таки разменивать на прошлом ходу. но сейчас он Саламандру очень хорошо разыграл. Ну, молодец он, если хорошо разыграл Саламандру. Я думаю, нам надо бы взять карту. Порыв ветра. Порыв ветра это, конечно, хорошо. Ты еще ни одного всплеска не тратил, правильно? Не, я не тратил еще ни одного всплеска. Ну, в таком случае... Разыграем тут для страховочки 2-5, чтобы потом не можно было вступить в бой. Пока противник очень отлично защищается, и мне кажется, этот бой будет сложным для меня. Ну, я на самом деле не... Вот в чем и суть сам, собственно, Бурнов, в том, что вроде как ты уже теряешь перспективу на то, чтобы прийти к нему в лицо и все вот это, но посмотри, у него 14 здоровья, у тебя в руке 2 всплеска, у тебя еще в колоде один, тебе сейчас бы нанести 9 единиц урона, и ты как бы автоматически уже выиграл. А 9 единиц урона это не так много, это все на все 5 сражений твоими существами. У тебя шедимский дикарь как минимум дважды добьется. Ну, то есть, как бы ты уже на самом деле почти выиграл его, если же у него нету лечения. А А я, есть мне смысл сейчас последним кошмаром забирать 5-7 или нет? я бы забрал. А какая разница шедимского дикаря, что так за 2 боя забирают, что так? Ну да, с другой стороны, это все равно тогда этот элементаль живет. Ну Даже вот. через 2 боя. Ладно, наверное, заберем. Тебе все равно как бы сейчас других вариантов нет, нечего делать. И будем биться в 2-5. А с тем, Здесь а с тем, подойдем. Что-что? с тем расчетом, что у тебя еще и в колоде опаляющие призраки, собственно, в чем суть этой колоды, которые наносят за бой не 2, а 3 единицы урона, это как бы еще более приближает твою победу.
3 единицы урона летит в лицо, даже если ты не будешь биться в бога. А если ты ударишь в бога, то это сразу 5. Ну да, я понимаю, я об этом и говорю, что 3 единицы урона просто так, это уже очень-очень классно. И земли у меня хорошо построены для паляющего призрака. Я могу его разыграть как с центра, так от колодца, так и от песка между ними. Но мне тут выгоднее сейчас удариться в 4-1, чтобы существо выживало и И при этом при этом оставалось живым. и в таком случае, если же противник ничем не лечится, то ты его победил. Накроем земли для того, чтобы тут не строились лишние. Но я думаю, он же заметил, что у него здоровье растаяло. Хотя да, атаковать меня как бы не получилось. Все время играл в защите больше. В серединке. Well met. Вот и все. Давайте посмотрим, какие карты там еще дальше лежат. Есть буря. Ну, кстати, это такая сомнительная карта на самом деле. Почему? Раньше она играла по-другому. Стоила 6 маны. По-моему, тоже требовала 3 красных земли. И наносила 3 единицы урона всему. А теперь в области, только в области. Такая вот победа. Но будем считать этого противника первым, а не вторым, поскольку предыдущий вылетел или вышел, отошел, не знаю. Что-то у него не получилось. Переходим на поиски следующего оппонента. Ну и да, тоже одно из преимуществ этой колоды, что, как правило, она не затяжная, то есть это не назвать какой-то быстрой колодой, но это все-таки быстрее, чем среднестатистическое время боя. Потому что вроде как до лица еще никто не дошел, а у противника уже половины здоровья нет. Так я за всю игру так ни разу до лица и не дошел. И все здоровье противника мы опустили до нуля. Нашелся наш еще один оппонент. Томасон. С точки зрения эффективности, все-таки самой эффективной колодой я вижу именно моих лягушек. Она намного быстрее. Там слабенькие, но подвижные существа, очень много превращений. Я все поменяю. Отлично. Хороший старт. И все-таки какая для тебя самая ценная цвет карт? Синий, зеленый, красный или желтый? То есть на каких ты больше любишь играть? Я люблю играть на больше всего на сакрах. Именно на сакрах. Это желто-зеленая колода. Но все-таки лягушек я считаю более эффективными. Ну, я Уже гов- есть у нас видео на канале и с лягушками, и с сакрами. Даже не одно. Вы сможете посмотреть их там. Но я говорю не про эффективность. Про эффективность так-то мы знаем, что зеленые это более жирные существа, желтые это больше контроли и больше... Ну, я же сказал, сакры, сакры. Приношение в жертвы мне больше нравится. Пока не буду ничего выставлять.
Желто-синий это тоже может быть опасная колода. Сюда я, наверное, даже не пожалею выбросить гнев Сайфера, чтобы убрать существо с дабл коллекта. Но мне кажется, там сейчас за этим моти придет следующий моти или что-то Ну похожее. ничего, у меня еще всплеск есть. Ты и всплеск готов на такое потратить? Я тем временем тоже дабл коллект занимаю. На следующий ход соберу сразу с 2 колодцев. Вот. Ага, унизительный взор. Хорошо. Ставим 3-ю гору и мрачного стража. Не дадим ему собрать тоже. Он нам не дал, мы ему не дадим. Увеличивает стоимость всех карт в руке на 1. Это мне не интересно, поэтому я уже, кстати, уже могу разыграть палящего призрака. Осквернение сработало. Сработало. Я думал, не сработает таким образом осквернение. Да, я думаю, он в курсе, что все-таки это его колода. Я думаю, Так. он знал все. Ну, наверное, придется все-таки уничтожать это существо. Хотя зачем, правильно? Или разбиться. Ладно, я разобью его. Здесь мы сыграем уж сразу опаляющего призрака, не будем тянуть. «13 здоровья у противника. Минус в том, что я не собираю ману вообще. И он еще и карты сделал подороже. Но ничего, я думаю, этого хватит. Ну тут снова уже наступает тот момент, у противника 13 здоровья, это вполне доступная цифра, чтобы закончить игру, не стремясь там владеть столом и собирать дабл коллекты, тебе это не нужно, тебе уже просто нужно достать нужные карты и закончить собственную игру. Поставим мы здесь капитана нашего. Продолжим стучать в лицо. Ну и брать ману, конечно. У противника 10 маны. В принципе, там может быть... Ага, лягушени не будет. Поставил песок. Кошмар. Кошмар, ясно. Но у меня еще есть призраки. Главное, чтобы на них маны хватило. Так, афера. Сейчас пойдут всплески и гневы мои, наверное. А может, порыв ветра достанет. О, А вот это очень проблема. противное здание. Сюда я бы и всплеск выбросил. В принципе, здание не такое уже противное, но против бурна очень-очень неподходящее. Блеск, конечно, дороговат. Чуть-чуть. 4 маны в такое здание выбрасывать. Я еще не знаю, что больнее ему будет. Обесточить его от маны или же забрать здание. Нет, конечно, я считаю, что нужно забирать здание, потому что оно лечит, а тебе, ну, для тебя это очень А важно. давай мы сделаем вот так. Интересно. Ну, кстати, так можно, да.
И полетели. Так, порыв ветра. Installing updates. Бесплатно достанем Дарстали. Я, наверное, все-таки не буду разыгрывать сейчас Дарстали, потому что, наверное, я сделаю вообще вот так. А я бы так не делал. Я бы всплеск приберег для лица. Но, Потому что он много маны собирает, и видно, что он на этом сосредоточен. Я бы все-таки немножко ограничил в этих ресурсах. Закрывается. Компас. Компас тоже нужно разбивать. Installing updates. 3 дорастали у нас. Ну, опять же, дар стали я пока не вижу смысла играть. Он существами не разбивает просто так. А может быть и лягушение. Я вкину дар стали, он просто его оглушит. Поэтому не будем этого делать. ну, не знаю, не знаю, это рискованно. Возможно, там будет похищение души. Вот будет так будет, пускай Installing тратит. updates. У меня уже еще один М, дар стали замешался в колоду. Еще один бой, будет еще 2. Итого... Installing Не будет, он тебе его updates. достанет. А, вот. Теперь мне 4 дара стали. В принципе, можно попробовать подкопить, подсобирать ману. И потом разыграть опаляющего призрака, сыграть на него дар стали и одним ударом нанести летальный урон. Но. Давайте между колодцами посадим землетряса. Уберем его фугора. А вот это плохо. Но находится у нас обучение Кхалима. Это как раз то, что спасает ситуацию и позволяет... Ну, тут я даже дар стали сыграю. А, нет, это же существо без боя. Не будем играть дар стали. Это было бы ошибкой. Помнится, мне когда-то Дарстали стоил не 4, а 3 маны. Да, было такое. Но потом его сделали чуть-чуть побаланснее. Я тоже считаю, что дар стали в принципе хорошая карта. За 4 нормально. Да. Поставим и здесь гору, чтобы нам было откуда играть опаляющего призрака, если он все закроет. Буря. Вот что он достал. Ну, кстати, не сказать, что очень хорошая была игра такой карты, достаточно дорогой. Угу. Но он Все-таки захотел есть. сохранить существо и собирать ману, видишь? Давайте сыграем шедимского дикаря. Причем, ну да, по центру, чтобы угрожать лицу. Пускай придумают, что с этим делать. Разбиваться он тоже не хочет.
Если просто закроет лицо, то можно сыграть последний кошмар и все равно наносить урон. Конечно, последний кошмар на элементаля играть такое себе. Но ради 5 единиц урона в лицо, почему бы А нет? я бы не играл, я бы пошел через фланг, ну то есть обходил бы его. Можно сыграть Дарстали снова-таки. Но он так своим 5-2 стал, что он типа никуда не достает, в принципе. Поэтому я буду играть через кошмар. Девять единиц здоровья у противника. У меня 2 всплеска уже есть. Один я, конечно, отдал, по-моему. А что у тебя по поводу гнева Сайфера? Конечно, их было 3 в колоде, но я один использую здесь. В начале игры на моте. Еще 2 где-то есть. Так, сокровище нашел наш противник. Там может быть таунт, то может быть все что угодно. Ух ты! Ой-ой-ой, это классная карта. Это крутая карта, очень-очень. Но тем не менее, у него всего 7 здоровья осталось. А я нашел гнев. Я бы не играл сейчас ничего из этого. Я тоже не буду играть. Я буду брать ману, Ману. потому что мне она пригодится. Было бы неплохо достать еще мрачного стража с насмешкой. Ух ты. Сильно, сильно. Сколько всего... Ага, и отхил у него есть небольшой. Забил мне руку картами, значит. Порыв ветра сгорает. Ну, порыв ветра это плохо, что сгорел. Можно сыграть бурю. И через гнев убить 10-4. 10-4. А сколько у тебя осталось последних кошмаров в колоде? Я не помню, сколько их было. 2, наверное, всего. Я один использовал, да? Ну, 100%. Теперь Мажината уже не такая опасная, как то было 10-4, потому что там штурм очень огромный был. Здесь такого уже нет. Но, тем не менее, 7-7 перед лицом это тоже выглядит опасно. Хорошо бы найти насмешку. Ник решил давить прям существами посильнее и количеством. Ну, а это выглядит как летал тебе на следующем ходу. Но уже так не выглядит, если у него нет бафа. Так, давайте посчитаем. Сейчас мы наносим 2 единицы урона гневом. И если он не хилится, то это летал. Если он не хилится, то это летал. Ах, спешка. Как раз ровно. Даже не ровно, больше. Урон наносим. Но
Достойно, достойно. Мы тоже были близки. Да, интересная вышла игра. И, по-моему, нам нужен еще один противник, да? Да, одна победа, одно поражение и, естественно, одна самая первая победа, но мы ее не Это считаем. техническое поражение. Засчитаем противнику, не будем говорить, что он проиграл. Зоат. Попался нам в противнике. Ух, какие карты зашли. Меняем все. Мне на самом деле нравится, когда в самом начале заходят три неподходящие для начала карты. В таком случае не нужно сильно думать, что ставить, что нет. Мне больше нравится, когда заходит сразу подходящий, и ты уже знаешь, с чего начнешь. Что ж, начнем мы в любом случае с горы, потому что существа у нас все красные. Желтые здесь больше вспомогательные идут. Фермер. Интересно. Не так давно я уже встречал колоду на фермерах. Как раз было против сакрифайсах. Ну как на фермерах, там просто было 3 фермера разыграно противником. Особой какой-то роли, кроме сбора маны, они не играли. Как быстро он приближается. Я так быстро не успеваю. Есть у нас обучение Кхалима. Я думаю, поставить мрачного стража все-таки слева, либо отправить его направо. Я бы поставил слева. У него там 1-1. Но он сейчас тоже может что-то выставить. Кроме своего 1-1. Но у нас есть дар стали, всплеск, обучение Кхалима. Я думаю, наш мрачный страж не останется без поддержки. И не будет таким уж мрачным. Плеск. А ну, еще скажи, что ты гнев достал. Да. Грустно. Грустно. Что же делать с нашим 6-4? Буря и всплеск, но это дорого. Это очень дорого. За 8 маны просто 4 урона нанести. И он что-то выставит. А так я 6 пропущу, и он все равно что-то выставит. Так что придется играть так. Конечно, не хочется всплеска, да. Давайте мы 6 урона пропустим и посмотрим, что будет дальше. Так уже хоть буря лучше сыграет.
Ну, а насчет всплеска я даже не уверен, стоит ли его сейчас сюда играть. Стоит. Мы чистим стол и можем выставлять шелимского дикаря. При этом не пропускаем еще 6 урона. 12 здоровья против красной колоды — это мало. Хм. Придется давать в это дар стали, нельзя пропускать еще 6. Интересная колода на таких вот красных дьяволах. А может быть и мрачного стража выставить? Нет, я бы на твоем месте просто Дарстали дал бы. Ну Пол- да, он выживает к тому же. Получил бы 6-3 в конечном счете, и что в этом плохого? Тем временем продолжим выставлять земли, чтобы когда-нибудь сыграть опаляющего призрака или обучение Кхалима. Ой-ой-ой, какое опасное событие. Ну что ж, у противника в колоде есть еще 2 всплеска, как раз подходящее количество для твоего количества здоровья. Не расстраивай меня. Тебе нужно обороняться очень-очень активно. Но, кстати, он вроде еще не выставлял существа, которые с боем наносят урон по богу. Может, их там и нет? Да, но тем не менее, мрачного стража он забирает за один удар, а сам не умирает за один удар. Я не знаю, что с этим делать. Ну, у тебя других выборов просто нет, поэтому... Поэтому я бы на твоем месте только так и делал. Искать карту, но оно, не знаю... У тебя все равно желтых земель нет, чтобы разыграть там какой-то последний кошмар или что-то в этом духе. Мне срочно нужен гнев Сайфера. Конечно, рановато 2 палящих призрака мне пришло в первых менее чем 10 картах. Сейчас бы тебе, конечно, буря, но у тебя на бурю в любом случае не хватит маны. Мне тут ни на что маны не хватит, поэтому я не знаю, на что мне вообще надеяться. Предложи маленькому фермеру Капа обучение Кхалима. поставить. Но это летал, если я не найду гнев. Гнев нашелся. Сейчас будет выставлено еще раз что-нибудь страшное, что-нибудь сильное. А мои ресурсы в 5 маны максимум не Ну, позволят мне с этим бороться. тут еще стоит заметить, что он играет на точильщиках топоров, а это, ну, как по мне, немножко дисбалансная карта. Очень. 5-4 за 3 маны, но с условием. Это примерно как за синих тот мистический зверь. 5-4 за 3 маны, хорошо, давай так. Без условия это становится 4-3 за 3 маны. По-моему, тоже дисбалансная карта. Все же остается дисбалансной. То, но игра завершена, противник выиграл. Я ничего здесь не могу сделать. Слишком мало маны. Было бы больше, можно было бы там еще что-то выставлять землекляса. Но тут даже не проблема в самой мании. Проблема в том, что у меня 3 опаляющих призрака, которые стоят 7. Вместо них могли бы, например, мрачные стражи приходить. Что ж, дорогие друзья, было сыграно 4 игры. Одна из Было которых, сыграно 3 игры. одна из которых была Одну автоматическим поражением противника, не по его вине, скорее всего. Одна из них была наша победа, а 2 из них были наши поражения. Верно? верно. Дорогие друзья, спасибо за внимание.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте свои колоды. Играйте вместе с нами. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч!